Север пахнет металлом. Так говорят старики на этих берегах, где озера лежат как зеркала, а ветра приносят запах меди и стали с заводов, что стоят здесь уже не одно столетие. Андрей вышел на деревянный пирс ранним утром. За его спиной был длинный путь, поезд, автобус и последний отрезок пешком, через сонный финский поселок, где из-за калиток за ним лениво наблюдали лайки. Он приехал сюда не за рыбой, хотя и за рыбой тоже. Главная цель его путешествия была странной — найти, понять и прочувствовать старое железо. Точнее, те самые блесны, о которых он читал длинными зимними вечерами. Кусама-профессор, Рассанен, Тоби, Эфсет-стандарт, колебалки, которые десятки лет не меняют форму и все равно ловят, когда современные пластиковые воблеры молчат. В рюкзаке у него лежала жестяная коробка, а в ней небольшая коллекция старых советских, германских и скандинавских блесен. Что-то найденное на барахолках, что-то подаренное друзьями. Некоторые блесны были со шрамами. Царапины, потертая краска, чуть погнутые края. Они жили дольше, чем любой спиннинг. Андрей сел на край пирса и достал коробку. «Вот вы какие!» — тихо сказал он, разложив их на досках. «Профессор, Шторлинг, Рассенен, Тоби, Атом, ФЦ-стандарт. Маленькие куски металла, каждый со своей историей». Гул мотора заставил его поднять голову. К пирсу подошла деревянная лодка, в ней сидел старик. Лицо обветренное, будто вырубленное ножом из березы. «Туристы?» — спросил он с улыбкой и, не дождавшись ответа, добавил на ломаном русском «рыбу ловить». Андрей кивнул и показал на свои блесны. Старик приблизился, поднял одну из них. Старый профессор с потертой бусиной. Хорошая, много рыбы дала. 40 лет назад он погладил металл пальцем. Ты знаешь, кто делал? Так началась история. Они сидели на пирсе, а вокруг плескалась вода. Старик говорил медленно, будто вспоминал каждую деталь. В 67-м 2 финна сделали первую кусаму. Сами. Рыбы было много, но блесен мало. Тогда и началось. Профессор для щуки, Рассанин для всего. Видишь бусинку? Она блестит под водой, как живой глаз. Потом он достал из своего ящика старую Тобби. Швеция, 56-й год. Сделали ее под мелкую рыбу, тобис. До сих пор лучшая на море. Но только старая, не новая. Новая уже не та. И, наконец, ФЦ. Германия, дам, самая-самая старая, 30-й год. Вот эта блесна стандарт. Почти 100 лет форма не меняется. Видишь красный хвостик? Андрей слушал и понимал. Он разговаривает не с человеком, а с живым архивом. После рыбалки старик пригласил Андрея к себе. Дом стоял на краю деревни. За ним мастерская, узкая, длинная, с запахом масла и канифоли, дерева и металла. На верстаке заготовки блесен. Старые тиски, ножовки, молотки, банки с шариками от подшипников. «Здесь я делаю колебалки», — сказал старик. «Блесны живут дольше нас». Он достал полоску меди, положил на лист резины и легким молотком сделал на ней выпуклость. Каждая блесна особенная, как люди, своя.
Не спеши, делай вдумчиво. Представляй свою будущую рыбу. Это важно. Руки должны почувствовать металл. Они работали вдвоем. Сначала Андрей повторял за ним неловко, но к вечеру на верстаке лежали две новые блесны. «Вот», — сказал старик, — «когда сделаешь сам, она уже не просто кусок железа. Она твоя, она готова к охоте и жаждет встречи с противником». На следующий день они вышли на воду вместе. Первым делом Андрей поставил свою самодельную блесну. Вода была прозрачная, трава колыхалась на ветру. Медный охотник шел ровно, красиво, но пусто. Потом он достал старую FZ-стандарт. Легкий взмах, и металл улетел. Подмотка, пауза. На паузе блесна вдруг начала жить, осыпаться, шататься, падать на бок. И в тот же момент удар. Щука взяла нападение, ровно в ту секунду, когда железка замерла. «Не сдавайся», — сказал старик. «Пробуй, ищи игру. Блесна — это продолжение тебя, и только ты решаешь, как она будет двигаться». Андрей вновь поставил свою блесну, и хотелось бы сказать, что сразу поймал. Нет. Он делал забросы, упорно искал свою проводку, и тут удар, и вываживание, и снова мощные и незабываемые эмоции. Андрей держал удилище, а в голове звучали слова «Железо, которое помнит». Вечером, после рыбалки, они сидели у костра. Запах ухи из котелка и аромат лесного чая расслабляли. Пламя сушило куртки. Озеро тихо дышало в темноте. «Ты понял?» — спросил старик. «Почему наши блесны живут?» «Потому что в них есть частица твоей души, тепло твоих рук», — ответил Андрей. «История. После первой поимки блесна начинает обрастать историей», — добавил старик. «Они ловят не краской и формой. Они ловят, потому что ты в них веришь». Утром Андрей собрал рюкзак и собрался в путь. Старик стоял у лодки, молчал. «Спасибо за советы. Спасибо за гостеприимство. Спасибо за рыбалку», — сказал Андрей. «Помни», — ответил старик, — «каждая рыбалка — это не рыба, это дорога и железо в твоих руках». Он порылся в своем старом ящике, долго выбирал и, наконец, достал блесну, почерневшую от времени. «Карелия», — сказал он тихо, — «делали ее в моем детстве из старого кофейника. Я ловил на нее 30 лет, больше таких не делают». Он протянул ее Андрею, латунная, чуть погнутая, с теплой патиной. «Возьми, пусть она помнит и тебя». Андрей бережно взял блесну, от нее пахло дымом костра, чистыми озерами и гостеприимным севером. Старик завел мотор, и лодка ушла в туман. Поезд уходил на юг. Загадочная страна Суоми и Питер уже были позади. Озера медленно проплывали за окном. В рюкзаке тихо звенели блесны, а в кармане лежала Карелия. Андрей нащупывал ее рукой, смотрел в окно и думал, что каждая блесна, сделанная своими руками, несет в себе кусочек души.
И, может быть, именно поэтому они ловят лучше всего. Что было в жизни начинающего рыбака дальше, мне неизвестно. Но я точно знаю, что он, как и мы с вами, запомнит эту рыбалку на всю жизнь.